Всем привет, с вами Кира Котова. Сегодня поговорим о Мехримах. Могла ли она подставить Мустафу? Виновата ли она в смерти, убийства своего сводного брата? Обязательно подписывайтесь на наш канал, ставьте пальчики вверх и не забывайте нажимать на колокольчик. С нами будет еще интереснее. Мехримах путешествовала по Османской империи со своим отцом, исследуя земли и завоевывая новые. В области международной политики Хюррем Султан отправляла письма Сигизмунду II, королю Польши, и великому князю Литовскому. Содержание ее писем было отражено в письмах Мехримах, отправленных тем же курьером, который также перевозил письма султана и ее мужа Рустема Паши, великого визиря. Поэтому весьма вероятно, что Хюррем и Мехримах были хорошо известны даже среди простых людей. Одна из популярных, а также противоречивых историй о Мехримах была о ее соперничестве с ее сводным братом Шахзаде Мустафой, сыном султанши Махидевран. Вместе с ее матерью Хюррем и мужем Рустемом Пашой был заключен прочный союз и стал доминирующей властью на диване и во внутреннем кругу дворца. К несчастью для Мустафы, этот союз стал для него большим препятствием на пути к трону, хотя его поддерживали янычары. Нет никаких доказательств прямого участия Хюррем или Мехримах. Османские историки и зарубежные отчеты показывают, что широко распространено мнение, что эти трое работали первыми, чтобы устранить Мустафу, дабы обеспечить престол сыну Хюррем и родному брату Мехримах Баязиту. Соперничество закончилось поражением для Мустафы, когда он был казнен по приказу своего отца в 1553 году во время кампании против сефевидской Персии из-за страха перед восстанием. Хотя эти истории не были основаны на источниках из первых рук, этот страх перед Мустафой не был необоснованным. Если бы Мустафа взошел на трон, все родные братья Мехримах, Селим, Баязид и Джихангир, вероятно, были бы казнены в соответствии с обычаем братоубийства османской династии, которая требовала казни всех братьев нового султана. Мехримах также стала советником Сулеймана, его доверенным лицом и его ближайшим родственником, особенно после того, как другие родственники и соратники Сулеймана умерли или были изгнаны один за другим. Как Мустафа, который был казнен в октябре 1553 года, Махидевран потеряла свой статус во дворце после смерти Мустафы и уехала в Бурсу. Джихангир умер в ноябре 1553 года, Хюррем умерла в апреле 1558 года, Рустем умер в июне 1561 года, Баязид казнен в сентябре 1561 года и Гюльфем умерла в 1561 или 1562 года. После смерти Хюррем Мехримах заняла место своей матери в качестве советника своего отца, убеждая его пойти завоевывать Мальту и отправляя ему новости и присылая письма для него, когда он отсутствовал в столице. Что вы думаете по этому поводу? Обязательно подписывайтесь на наш канал, ставьте пальчики вверх и не забывайте нажимать на колокольчик. С нами будет еще интереснее.